Всем добра, любви и счастья! Кто зашел на мой канал, Наталья Соболев, Израиль. Вы на развлекательном канале. Сегодня в программе Израильская долина, граффити, поздравления победителя и загадаю вам новую загадку. Посмотрите, мои зрители, перед вами Израильская долина, Аэмик Израиль. Долина расположена в Нижней Галилее, Израиль. Названа долина по древнему израильскому городу Израиль, который находился в центре долины. В Библии называется долина Мегида, в маковейских книгах Иосифа Флавия называется Великая равнина. Израиль переводится как «посеет», «засевает Бог». Израильская долина протянулась от горной гряды Кармель на западе до Иордана на востоке. Длина примерно 40 километров. Максимальная ширина между горой Гдумим и долиной Дотан свыше 20 километров. Вторая по размерам после Иорданской долины. Израильская долина отделяет горы Галилеи от гор Самарии, находится между Иорданом и низменностью Хайского залива. В Израильской долине протекает река Харод, впадающая в Иордан, и река Кишон, впадающая в Хайский залив Средиземного моря. Обильные дожди и разливы рек, плодородная почва способствуют тому, чтобы значительную часть Израильской долины занимали плодородные сельскохозяйственные угодья. Чьи-то поля и луга, маркиза, маркиза, маркиза Израиль. Принадлежат эти плодородные земли многочисленным кибуцам, мошавам и нескольким арабским деревням. Кибуцы – это колхозы, а мошавы – это частные или коллективные сельскохозяйственные угодья. В полевых культурах зимой преобладает пшеница, летом хлопок. Побочно развивается овощеводство, выращивание фруктов. Есть недалеко отсюда искусственное озеро, близ поселения Кфар-Барух. Озеро, созданное с помощью плотины на реке Кишон. Там находятся резервуары водоснабжения долины. Крупнейшим населенным пунктом, городским центром долины является город Афула. Вот это красивое место, где я живу. Я просыпаюсь от пения птиц, ведь рядом находится лес. И сейчас мы туда пройдем. Лес находится на горе Гиват-Амаре. Самый пик высоты достигает 515 метров. Это даже похоже на холм. Название Гиват-Амаре переводится как «гора учителя». Возможно, здесь жил святой человек, который мог предсказывать будущее и вызывать дождь. Гиват-Амаре – это может быть имя. В III веке до нашей эры это имя было переведено на греческий и звучало как Габааф Амара. Христианские паломники со Средневековья называли холм Маленький Хермон. Холм Море упоминается в еврейской Библии трижды. Арабские деревни Дахи и Нейм расположены на склоне холма. В центральной части Гиват-Амаре находится заповедник, частично покрытый лесом, разработанный еврейским национальным фондом. Нацерет-ирис цветет здесь весной. На склонах горы Гиват-Амаре нашли базальтовые камни, а это значит, что эта гора была вулканом. Вулкан спит, и мы спим спокойно. Как известно, мы живем рядом с одним из самых известных геологических разломов в мире. Его называют сирийско-африканским. Известно, что разрыв является активным
и скорость противоположного движения между плитами составляет 4 мм в год. Активный разрыв всегда является очагом землетрясений. Как известно, эти разрывы могут вызвать вулканические процессы. Вероятность такого события очень мала. Но на фоне погодных изменений, глобального потепления, а также всяких разных процессов скрытых, кто его знает? Сосны эти высадили люди. А вот мы можем полюбоваться граффити. Для некоторых людей граффити – это настоящее искусство, достойное размещения в галереях и на выставках, а для других это вандализм. Граффити в нашем городе приняло соревновательный характер. Художники задались целью разрисовать весь город. Горячо обсуждался вопрос, является ли граффити формой искусства. Неумелые рисунки, марание стен заполонило всю страну. Появились рисунки на зданиях в каждом крупном городе. Сначала были большие штрафы за порчу имущества. Многие райтеры, рисовальщики, нашли выход из этой ситуации и организовали свои собственные студии. Муниципалитет города перестал бороться с ними, а наоборот выделил им день, где они могут показать свое искусство на асфальте. Теперь в нашем городе есть еще один праздник, и каждый год устраивают праздник граффити. Иногда райтеры рисовали на фасадах магазинов такие сложные и красивые граффити, что даже владельцы магазинов не решались их закрашивать. Граффити стало стартовой площадкой для художников и дизайнеров. А сейчас мы переходим к загадкам. Я объявляю победителя на викторину «Кто первый?». Сегодня я сделаю исключение и назову 2 канала. Нет, даже 3 канала. На вопрос, что находится в коробочках, первым ответил канал «Дачная пасека». Спасибо вам за правильный ответ. Вы написали «чай». Я посмотрела у вас 5 видео. Ну, вот, конечно, и больше, потому что наша дружба уже длится около года. Очень интересный канал про пчел. Сладенькое, медик я люблю. Я даже сделала несколько видео. Танец пчел. Посмотрите. И еще загадывала загадку про пчелу. Второй канал, который ответил правильно на загадку про чай, Александр Крюков. Это музыкальный канал. Заходите на канал Александра Крюкова. Посмотрите, послушайте авторские песни. Они мне так понравились, я многие песни оставила для себя, для разучивания. Большое вам спасибо за творчество и за ваш талант, Александр. Сегодня я хочу назвать еще 3-й канал. Это Юрий Фигуров. Его ответ мне понравился, и он даже меня рассмешил. Он написал, что это корм для вашей любимой шиншиллы. И еще дописано: да забыл. Шиншилле приятного чая-грызения. Ведь действительно, эти чаи подходят на корм моей шиншиллы. Ну, конечно, мы ее не кормим этим, но можно давать. Там сухие ягоды, сухие травы. Юрию большое спасибо за идею покормить мою шиншиллу этими травами. А сейчас, мои дорогие, новая загадка. Викторина «Кто первый?». Кто первый ответит, у того я посмотрю 5 видео. Вы должны отгадать одним словом, какое главное блюдо мы приготовили в шаббат.
Видео уже готово, и я его поставлю. Шаббат – это выходной день. Пишите ответы, комментарии. Не забудьте поставить лайк. Я жду, я вас всех люблю. Не прощаюсь. До новых встреч!